Каждый садовод мечтает о создании красивого сада, при этом с минимальным вложением сил и времени. К счастью, есть немало растений, которые красиво выглядят в течение всего сезона и при этом никакого особого ухода не требуют. К таким, например, относится многолетняя декоративная культура, как герань садовая. Это великолепное во всех отношениях растение, не нуждается в укрытии на зиму. В средней полосе многолетняя герань отлично зимует. Она красиво и долго цветет, а также имеет декоративную ажурную листву. Есть виды и сорта с пестрой окраской и те, что к осени приобретают яркую багряную палитру. Садовую герань многие путают с пеларгонией или комнатной геранью, которые не выносят даже кратковременных заморозков. В отличие от своей теплолюбивой родственницы, садовая герань способна расти в открытом грунте, причем ей подойдут как светлые участки, так и тенистые. Ее кустики станут цвести даже в притененных местах, но все-таки для более обильного цветения им лучше предоставить солнечное или полутенистое месторасположение. Этот многолетник очень красиво и долго цветет. В зависимости от видов и сортов цветы у герани бывают разной окраски и разного диаметра. Есть очень красивые растения с махровыми цветками. На сегодняшний день селекционерами выведено много достойных сортов, которые вас удивят не только красотой цветов, но и оригинальной ажурной листвой. Листья этого многолетника декоративно выглядят уже с ранней весны, а к осени многие сорта облекаются в яркий красочный наряд, с которым так и уходят под снег. Герань – это отличное растение не только для малоуходного и тенистого сада. Оно поможет прикрыть оголенные участки в саду, задекорировать приствольные круги деревьев и вытеснить с участка ненавистные сорняки. Ведь под густой кроной этого многолетника им уже будет не место. Есть даже почвопокровные и низкорослые виды, образующие со временем плотные живописные поляны, которые красиво выглядят до самого снега. Этот неприхотливый многолетник с каждым годом обретает все большую популярность и полюбился не только многим садоводам, но и профессиональным озеленителям. Его очень часто используют ландшафтные дизайнеры. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания садовых гераний. Большое спасибо всем за ваши советы, лайки и комментарии. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. Из пышных кустиков герани можно создать красивые цветочные бордюры, причем за короткое время, так как многие ее виды отлично разрастаются. Такие культуры очень выгодны, особенно для занятых садоводов, так как они не нуждаются в постоянной заботе. С геранью легко справятся даже новички в садоводстве без опыта выращивания растений. Многолетняя герань приживется практически на любой почве и даже в тенистых местах. Единственное, что на открытом солнце кустики все же потребуется хоть иногда поливать, особенно в жаркие засушливые дни. Садовая герань совершенно не капризна к качеству почвы, но, как мне показалось, она станет лучше развиваться и обильнее цвести при посадке в плодородный, слегка влажный грунт с нейтральной или слабокислой реакцией. В зависимости от сорта ее цветы могут составлять в диаметре от 2 и более 5 см. Их цветовая палитра самая разная. Очень красивые герани насыщенно синей окраски. Сами кустики обычно вырастают в высоту от 10-30 см до 60-80 см. Очень красивый крупноцветковый махровый вид – это герань гималайская. Диаметр ее красивых цветов составляет от 4 до 6 см. Этот многолетник выносит без укрытия морозы до минус 29 градусов. Способен выносить недостаток влаги и расти даже в тенистых местах. Однако для обильного цветения кустики лучше посадить в легкой полутени. Хотя есть совершенно неприхотливые виды, которые хорошо приживаются именно на тенистых участках, например, под кронами деревьев. К таким относятся герань лесная, краснобурая и крупнокорневичная. Последний вид является отличным почвопокровником, который способен за пару сезонов нарастить плотный ажурный ковер. Под таким густым покрытием у сорняков не останется никаких шансов. Кстати, кустики герани отлично поддаются стрижке. Их также можно делить и рассаживать в разные места. Но что приятнее всего, что среди разных сортов и видов есть немало растений, которые цветут практически весь теплый сезон. Особой неприхотливостью и красивым внешним видом отличается герань луговая.
Этот многолетник образует невысокие объемные кустики, которые расцветают в конце мая и радуют своими многочисленными синими цветками не менее 2 месяцев. Это растение обладает ценными лечебными свойствами. Его часто используют в народной медицине и фармакологии. Травянистая часть этого вида богата полезными органическими кислотами, дубильными веществами, ценными минералами, а также витаминами К и С. Герань обладает отличным противомикробным, противовоспалительным и антисептическим действием. Хотя большинство цветоводов ее выращивают как великолепную цветущую и декоративно-лиственную культуру с минимальным уходом, так как ее кустики декоративно выглядят от снега до снега. Ведь даже в то время, когда герань не цветет, ее резная ажурная листва всегда радует глаз. Хочу также отметить, что это растение имеет своеобразный и приятный запах, который способен отпугивать многих садовых вредителей. Некоторые герани пахнут смесью мяты с лимоном, но самым большим открытием для меня стало то, что ее плотные посадки способны отвадить даже прожорливых слизней. Например, мои хосты стали гораздо меньше подвергаться нашествию этих злостных вредителей после того, как возле них я высадила герань. Вместе с тем, это замечательное растение считается хорошим медоносом и помогает справиться с разными недугами. Кусты герани идеально сочетаются со многими растениями в саду. Благодаря ее долгому и эффектному цветению, ее часто высаживают в непрерывно цветущих цветниках. Синие цветочки герани и ее рассеченная листва красиво гармонируют с многими декоративно цветущими культурами, например, с лилиями, розами или астрами. А в тенистых местах они составят удачную компанию хостам, гейхерам, примулам и медуницам. Часто ее плотные кустики высаживают в качестве опоры для поддержания растений, склонных к полиганию. Яркие цветки герани появляются уже с конца мая, а отдельные распускаются даже в сентябре. В моем саду, в климатической зоне 5Б, герань цветет даже в октябре. В частности, это относится к сорту розанна. Ко всем плюсам многолетние садовые герани отличились своей высокой стойкостью к вредителям и болезням. Более того, у многих сортов после цветения отцветшие цветоносы самостоятельно поникают и не портят общий вид цветника. Герань может долго расти на одном месте без пересадки и деления. Если же вы захотите ее размножить, можно собрать и посеять ее свежие семена, но проще всего кустики поделить. Ведь даже небольшая, отделенная от материнского куста часть с ростовыми почками хорошо приживется. Этот универсальный многолетник впишется в любую концепцию сада. Подобрав необходимые виды, вы сможете украсить как тенистые уголки, так и открытые участки, например, альпийские горки или передний план цветника. А более высокорослые герани смогут украсить заднюю часть и послужить красивым фоном для многих растений. Иметь в саду эту неприхотливую декоративную культуру очень выгодно. С ее помощью можно сократить количество сорняков на участке, создать пышные бордюры и красивые, долго цветущие композиции. Этот многолетник будет радовать вас не только своими цветами, но и привлекательной листвой. Вместе с тем, никакого особого ухода он от вас не потребует. Можно сказать, что такие растения, как герань, это настоящая находка для начинающих, ленивых и занятых цветоводов. Но если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.